И как бы условия тут, понятно, что тоже такие немножко спартанские, например. И у нас, естественно, тут нету ни электричества, ни централизованного, ни воды. У нас есть солнечные батареи, в которых, если у нас хорошая погода, то работает вот все, что есть у нас в клинике. И мы единственные на всю округу, у кого есть хотя бы это. Вот. Электричество и насос для воды, чтобы была чистая питьевая вода. Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились с врачом-терапевтом Татьяной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Татьяна, расскажи, пожалуйста, как вообще в Никарагуа оказалась? Я давно хотела попробовать себя в какой-то волонтерской работе, потому что мне нравится путешествовать, мне нравится моя работа, и я всегда мечтала совместить этот процесс. И я давно следила за организацией, которая называется Health and Help в соцсетях. Очень давно мечтала с ними посотрудничать, поехать попробовать себя в работе в наших клиниках. И, в общем, в какой-то момент, когда все сложилось удачно, я не выбрала именно Никарагуа, я выбрала нашу организацию. У нее есть две клиники. Одна в Гватемале и вторая здесь, вот в Лос-Альве и в Никарагуа. Я работала в обеих. До этого я была 4,5 месяца в Гватемале, и сейчас я работаю 3 месяца здесь, вот в Никарагуа. А как ты вообще решилась на такое дальнее путешествие? Кто-то вообще из России боится выезжать, а ты целую Латинскую Америку, где, говорят, небезопасно там. Ну, я очень, как это говорит моя никарагуанская коллега, авентуроса. В общем, люблю приключения, люблю приключаться и путешествовать. Я никогда не уезжала так далеко, то есть я любила путешествия, но, конечно, не в Латинскую Америку, я никогда не была на этом континенте, и мне очень хотелось попробовать. То есть я в этом увидела отличную возможность попробовать все, что я давно хотела попробовать. А ты до этого в России где жила? Откуда ты сама родом? Я из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург. То есть закончила мед в Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. Я родом из Санкт-Петербурга, закончила там университет и никогда не переезжала, никогда не меняла место жительства, никогда не уезжала никуда надолго, только путешествовала. Мне очень хотелось попробовать. В Латинской Америке не путешествовала? В Латинской Америке я не была никогда до этого. Круто. А практика у тебя в России какая-то была, или ты сразу после интернатуры сюда? Нет, я работаю уже 5 лет врачом-неврологом в городской больнице номер 40 в Санкт-Петербурге. Все это время, да, я работала там, в отделениях экстренных отделениях для работы с пациентами с инсультом, например. То есть у тебя специализация неврология еще? Да, я специалист. Окей, а как тебя больница отпустила тебя? Из больницы мне пришлось уволиться, конечно, потому что в России у нас, к сожалению, не предусмотрены такие длинные отпуска, сабатикалы. У нас нет такой возможности. Даже если договориться с руководством, я бы не смогла уехать на 9 месяцев, вот как сейчас, куда-то работать. Поэтому я просто уволилась и, в общем, выбрала то, что мне было более интересным, то, что мне показалось больше мне подходит. Решила рискнуть. Хорошо, ты выбрала организацию, нашла в интернете. Да. Какое-то собеседование проходили? Да, у нас достаточно серьезное тут собеседование. Если честно, это было первое такое серьезное собеседование в моей жизни. Сначала мы заполняем анкету, где мы пишем наши навыки, наше мотивационное письмо, почему мы выбрали Health and Help, почему мы считаем, что мы подходим на эту позицию, каковы наши ценности, идеалы, почему мы хотим работать с этой организацией. Потом из всех этих резюме HR-специалист выбирает те, которые вас заинтересовали, и дальше 2 этапа очного собеседования. Первый с HR-специалистом, где она рассказывает про организацию, чтобы мы точно представляли условия, с чем придется столкнуться, готовы ли мы к этому, чтобы мы точно знали политику организации, в общем, условия работы, немножко познакомиться с кандидатом самим. И следующий, 3-й этап – это собеседование с такой небольшой комиссией, обычно с директором одной из клиник, с врачом, который находится в клинике. И они уже именно дают медицинские кейсы
И что мне особенно понравилось, кроме медицинских, чтобы оценить профессиональные навыки, еще обязательно есть какие-то бытовые кейсы на умение работать в команде, общаться с разными людьми. Это прям покорило меня, когда я проходила эти собеседования, потому что раньше я с таким не сталкивалась. То есть именно на какие-то личные качества, на готовность к каким-то проблемам непрофессиональным, то есть межличным каким-то конфликтам, каким-то экстренным ситуациям в клинике. Они все проходят собеседование, кого-то отсеивают? Не все. Нет, я спрашивала у HR-специалиста, да, она говорила, что где-то процентов 15, если я помню, 15-20 проходят в итоге все собеседования и доходят до этапа работы, но могу ошибаться. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И ты здесь являешься врачом-волонтером. Да, я здесь врач-волонтер. Если там говорить про профессиональную мою позицию, это скорее как врач общей практики, семейный врач. То есть мы тут не делимся по специальностям, мы принимаем всех больных, мы делаем все, то есть начиная с каких-то терапевтических хронических заболеваний у взрослых, у детей, заканчивая какими-то амбулаторными хирургическими операциями. То есть тут не работаешь как специалист, как general practitioner, то, что называется в основном. Оказываете медицинскую помощь местному населению? Местному населению, да. Ну и вообще у нас нету какого-то территориального такого деления, то есть любым жителям, в общем, Никарагуа, которые до нас доезжают. До вас сложно доехать. До нас сложно доехать. Да, из некоторых мест до нас доезжают 3 часа верхом на лошади или больше. Такая локация, дороги убитые. Да. А если дождь, там вообще беда. Да, если дождь, то до нас совсем сложно добраться, а нам, соответственно, сложно выбраться, чтобы купить что-то. Манипуляции здесь какие вы выполняете? Анализы берете, ЭКГ делаете? Да. Ну, то есть у нас, понятно, все, что мы можем сделать руками, присутствует. И из диагностических методов у нас есть УЗИ-аппарат. Мы можем сделать УЗИ, особенно если есть кто-то, кто хорошо владеет этим методом. Есть аппарат ЭКГ. Можем снять электрокардиограмму. Есть небольшой спектр лабораторных проб, которые мы можем сделать. То есть это измерение уровня глюкозы, что, в общем, одно из самых важных, потому что тут много диабетиков. Тест полоски для общего анализа мочи. Реже, в общем, но иногда есть экспресс-тесты на различные инфекции, типа гепатитов, денге, ковида. И еще можем измерять, есть гемоглобинометр, можем измерять уровень гемоглобина, потому что в этом регионе еще много пациентов с анемией из-за их диеты. Они едят мало мяса, получают мало железа с диеты и, в общем, много случаев железодефицитной анемии. А УЗИ-аппаратом у вас все могут пользоваться? Ну, зависит обычно от умений конкретного доктора. То есть мы, в принципе, можем его использовать, но мы не даем каких-то официальных заключений, потому что мы не УЗИ-специалисты. То есть мы обычно используем этот аппарат, чтобы сориентироваться с диагнозом как-то, в общем, для себя. То есть мы можем посмотреть, проверить, но обычно все-таки, если нам нужно какое-то официальное заключение, то мы отправляем пациента в клинику государственную, чтобы он именно получил само заключение с диагнозом. Много таких направлений в государственную клинику после вас? Ну, обычно нам это нужно в случае, если пациент с какими-то хроническими заболеваниями, потому что для таких пациентов нам хотя бы раз в год нужно контролировать другие анализы крови, которые мы не можем здесь сделать. То есть, например, общий анализ крови, биохимический анализ крови, который может нам показать состояние печени, почек, в общем, внутренних органов, мы тут не можем, к сожалению, сделать. Поэтому тем, кто говорит, что он может доехать, заплатить за то, чтобы сделать анализы, мы обычно, хотя бы раз в год стараемся давать направление, чтобы они поехали и, в общем, сделали такой чекап здоровья из того, что здесь недоступно.
Вакцинацией здесь занимаетесь? Нет, вакцинацией, к сожалению, не занимаемся. Вакцинацию мы не имеем лицензии на этот вид деятельности. Для того, чтобы вставить вакцины, местные жители должны посещать местный, это называется Центр де Салют, поликлинику, вот, где детишек прививают согласно местному календарю вакцинации. Мы как бы ведем учет этого обязательно, когда к нам приходят дети, у нас всегда есть пометки, как они выполнены ли все прививки, то есть как они вообще двигаются по этому календарю вакцинации. Мы даем рекомендации родителям, разъясняем, почему это важно, где это сделать, но сами не можем здесь заниматься вакцинацией. То есть волонтерская клиника, она полноценно, официально имеет лицензию? Да, у нас есть, у нас все официально зарегистрировано в Никарагуа, у нас есть все документы, лицензия на медицинскую деятельность здесь в Никарагуа. У нас всегда обязательно присутствует врач никарагуанский, у которого к тому же есть еще лицензия для работы именно в Никарагуа. Вот, и приезжают еще вот дополнительно врачи-волонтеры. То есть в каждой клинике есть местный врач? Да. А какие медикаменты вы используете? Есть сильнодействующие препараты? Да, здесь разрешено хранить в медицинских учреждениях сильнодействующие препараты. Здесь у нас есть только тормодол. Вот, в принципе, используем, когда нужно сильное обезболивающее. Нет, не часто. Стараемся, конечно, избегать, не выписывать его так часто, но в принципе у нас есть возможность здесь иметь и прописывать, и в клинике в Гватемале тоже. Основной контингент обращения – это взрослые или дети? Здесь больше детей, и это сильно отличается. В двух клиниках здесь больше детей. В Гватемале и почти нет. Почти все приходят взрослые пациенты. А дети с какими обращениями обращаются часто? Самое часто, примерно как в поликлинике в России, это ОРВИ и какие-то другие инфекции, кишечные инфекции, плюс здесь еще довольно много дерматологических жалоб, то есть каких-то кожных заболеваний вроде чесотки, вшей, в общем, разных паразитов, вирусы, которые вызывают сыпь, тут гораздо больше мы видим. То есть укусы насекомых тоже есть? Укусы насекомых, да. Не было ядовитая змея укусила? Нет, на моей практике здесь не было, но здесь такое случается. Здесь в этом регионе есть ядовитые змеи, которые могут быть смертельно опасны. Вот. И у нас есть противоядие в клинике специально на этот случай, но, к счастью, это происходит крайне редко. То есть И в течение какого времени его надо уколоть, это противоядие? В течение 4 часов. То есть если мы, как здесь, то есть если мы не ожидаем, что человек в течение 4 часов сможет попасть в больницу, где будет там реанимация и, в общем, другие методы лечения, то мы должны его сделать. Если, тут, соответственно, больше 4 часов до ближайшего госпиталя, куда они могут поехать. Вот, и в этом случае мы, в общем, обязаны применять это противоядие. А реанимационные у вас есть тут препараты, то есть там кислород, ИВЛ? Да. ИВЛ, у нас есть набор для интубации, вот, но аппарата ИВЛ нет, конечно, вот у нас есть все для реанимационных мероприятий, только мешок амбу, вот, то есть укладка для интубации пациента взрослого и маленького, все шоковые укладки, которые должны быть обычно в медицинском учреждении, то есть на случай анафилактического шока, на случай сердечно-легочной реанимации, то есть на случай каких-то экстренных проблем, вроде бронхоспазма, в общем, это у нас все есть. Тоже, к счастью, пользуемся редко, но и при нас каких-то таких серьезных экстренных ситуаций не случалось, но есть истории, про то, как тут спасали маленьких, в основном детей, пациентов несколько часов подряд. Врачи, то есть чередуются тогда и дышат вот этим мешком амбу, если нужно было заинтубировать, потому что тут скорую вызвать невозможно, естественно, то есть у нас не вызовешь сюда ни машину, ни вертолет, ничего, то есть обычно приходится ждать, пока родственники своими силами организуют какой-то транспорт, на котором они хотя бы смогут пациента довести до асфальтовой дороги, куда может приехать скорая, то есть это довольно непростой процесс. Клиника выбрана, в труднодоступном месте. Да. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты –
здоровья и благополучия наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Пожалуйста, по поводу клиники. Миссия какая у нее? Ты же все-таки работаешь и должна знать. Да, в целом глобально наша миссия звучит как борьба с тем, чтобы люди умирали от излечимых заболеваний, которые мы уже можем с помощью медицины побороть. То есть таких как сахарный диабет, диарея, гипертоническая болезнь. То есть все те болезни, от которых во всем цивилизованном мире уже существует эффективное лечение, и которая тут очень трудно доступна. То есть тут все еще без адекватной медицинской помощи люди не имеют доступа к медикаментам и умирают от тех болезней, от которых как бы мы в России и во всем остальном цивилизованном мире уже в общем, которые мы уже умеем лечить достаточно эффективно. Вот. И глобально миссия сделать медицинскую помощь более доступную во всех регионах, чтобы любой человек, вне зависимости от того, где он родился, и мог получить доступную медицинскую помощь, когда ему это потребуется. Бесплатно. Бесплатно, да. Главное. Мы берем небольшую плату в обеих клиниках за одну консультацию, но здесь это, например, чуть-чуть больше $1. Это в основном как бы не для того, чтобы мы заработали деньги на этом, а для того, чтобы пациенты серьезнее относились к посещению врача, вот, для того, чтобы они как бы больше верили в то, что тут происходит, потому что когда был период, когда мы не брали денег с пациентов вообще, вот, и люди не очень доверяли всему этому процессу. То есть они не верили, что что-то бесплатное, совсем бесплатное может быть хорошим. Поэтому, кто это в белых халатах, да? Да, поэтому, в общем, возникла идея как бы брать небольшую плату за каждую консультацию. Естественно, если кто-то не может совсем заплатить, есть такие люди, для которых даже $1 – это большая сумма, и они не могут заплатить за консультацию. Естественно, мы консультируем их бесплатно, в этом нет никакой проблемы. И также бесплатно выдаем все лекарства, которые нужны. То есть за лекарства они не платят. Если мы что-то назначаем, и у нас в данный момент это есть в клинике, мы им просто выдаем. А лекарства как в такое место труднодоступное доставляют? Тоже очень трудно. Вот, то есть у нас примерно поставки лекарств каждый месяц. То есть мы все обычно учитываем, что у нас есть, что заканчивается, что нам нужно в первую очередь. В каждой клинике есть директор, в обязанности которого входит закупать эти лекарства и организовывать доставку. Мы с ней связываемся, говорим, в общем, какая ситуация, что нам нужно, чего не хватает. Она покупает лекарства в аптеке в большом городе и организовывает доставку обычно до ближайшего города, куда можно доехать, и мы забираем в тот день, когда едем закупаться всем остальным продуктами, например, для клиники. Ну, препараты хранятся в температурном режиме, да? Да, у нас есть холодильник специальный для препаратов. Тут, к сожалению, пока в клиника не оснащена кондиционером, это только в проекте. В общем, сильно надеемся, что в этом году все получится, хотя бы для этой зоны, где приема. Пациенты, да, где мы работаем. Но с препаратами, да, то есть все, что должно, на эффективность препаратов, те препараты, на эффективность которых это влияет, да, мы их храним в специальном холодильнике.
Мы стараемся. Клинику можно поддержать по ссылке в описании. Донаты будут указаны. Скажи, пожалуйста, вопрос к тебе. Тебе здесь нравится? Да. Может, тебя кто-то силом здесь держит? Признайся. Подаю знаки. Знаки о спасении. Но нет, мне очень понравилось работать в этой организации. Да, это как бы задача со звездочкой периодически, особенно в Никарагуа, потому что мы очень далеко от всего. То есть тут буквально вокруг клиники нет вообще ничего. Это единственное в целом здание на всю округу. То есть тут нет ни магазинов, ни каких-то дорог, ни места, куда ты можешь погулять, тем более какого-то кафе или, в общем, общественного пространства. Мы все время проводим здесь, в этой клинике. И как бы условия тут, понятно, что тоже такие немножко спартанские. Например, и у нас, естественно, тут нету ни электричества, ни централизованного, ни воды. У нас есть солнечные батареи, которых, если у нас хорошая погода, то работает вот все, что есть у нас в клинике. И мы единственные на всю округу, у кого есть хотя бы это. Вот. Электричество и насос для воды, чтобы была чистая питьевая вода. Вот. Ну, в общем... То есть вода своя, не привозная? Да, вода у нас есть питьевая. И, кстати, мы этим помогаем тоже местным. То есть не только тут медицинскую помощь оказываем, но еще, допустим, даем им чистую питьевую воду, когда у нас есть такая возможность, чтобы они могли... Потому что у них тоже нет никакой возможности, естественно, добывать чистую воду. Они обычно... набирают ее из колодцев достаточно неглубоких, и, в общем, единственное, что они делают, они берут футболку обычную и фильтруют эту воду через футболку, чтобы не было хотя бы какой-то грязи очевидной. То есть у них, конечно, чистой воды нет, это тоже инфекционные риски, и, в общем, мы им, конечно, соседям, кто до нас доходит, если у нас достаточно воды, мы им разрешаем пользоваться. Вот. Ну, в общем, поэтому, исходя вот из всех этих условий, бывает, конечно, тяжеловато. Плюс еще климат, я думаю, что видно, насколько тут жарко. И это еще не самый жаркий день, то есть тут может быть и плюс 40 в некоторые месяцы в районе клиники. Это, конечно, довольно тяжелые условия для работы, но я была, в принципе, к этому готова. То есть на тот срок, на который я приехала, мне тут комфортно находиться. Мне нравится, что благодаря этой работе я могу путешествовать в такие места, в которые я бы никогда в жизни бы сама не приехала. Мне нравится изучать культуру, жизнь местных жителей. Мне нравится пробовать себя в каких-то новых для меня методах работы, которым я бы не смогла заниматься тем, чем я занимаюсь здесь, в России, в Санкт-Петербурге, естественно. Ну, согласись, это возврат в прошлое. Если из Петербурга сейчас ты рассказываешь, как здесь нет воды, как это все, конечно, это возврат в прошлое. Да. Вопрос, а какие цели ты преследуешь? Ну, ты же не до пенсии тут будешь работать, я так понимаю. Нет, у меня, да, моя идея была проработать в организации 7 месяцев, потому что я решила, что это будет для меня достаточно, чтобы, в общем, проникнуться атмосферой и, в общем, привыкнуть к этому стилю работы, получить все, что я хотела бы от этой работы, и не устать вот от этих вот условий своеобразных работы. Изначально, когда я собиралась поехать в организацию, это была по большей части как бы такая жажда приключений, скажем так. То есть я хотела поехать в какие-то страны, о которых я вообще ничего не знаю, то есть какие-то, которые сильно отличаются от моей родной, посмотреть на то, как тут люди живут. И работа здесь, это была возможность, во-первых, продолжать работать, то есть не делать... Мне нравится моя работа, я не хотела бы делать 7-месячный перерыв в ней, то есть мне нравилось то, что я могу продолжать работать, одновременно с этим путешествовать, узнавать вот именно изнутри, как живут другие люди в Гватемале, в Никарагуа. И, честно говоря,
у меня в самом начале, когда я выбирала эту работу, даже не было практически такой сильной альтруистической мотивации. Вот, то есть, да, естественно, как врач я всегда выбираю, если я выбрала профессию помогать людям, это для меня важно, то есть это само по себе для меня ценность, но по-настоящему я осознала, насколько это важная работа уже когда я приехала на проект. То есть когда, особенно сюда, в Никарагуа, то есть когда я увидела, как на самом деле живут люди, которым мы помогаем, и я только тогда осознала, насколько это на самом деле важно, то есть насколько вообще я вытянула счастливый билет по жизни, родившись в Санкт-Петербурге, и насколько много людей вообще не имеют вообще даже половины таких возможностей, как я. И у меня после этого, в общем, после общения с ними у меня действительно возникло искреннее желание помочь им, помочь им, потому что я чувствую в этом, в общем, большую несправедливость, что люди, которым просто не повезло родиться здесь, они никогда в жизни не смогут иметь доступ к тому, к чему имею я, например. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Вы здесь, да, принимаете пациентов? Да, это одна из двух помещений, по-испански называется консульта, то есть кабинет приема врача. В этой клинике у нас их 2. Ты сказала, что у тебя заканчивается контракт, и ты планируешь продлевать, или ты другие цели уже Я ставишь? уже продлевала 1 раз, да, на месяц, когда была в Гватемале, то есть я уже тут нахожусь немножко больше, чем я изначально планировала, потому что мне понравилась эта работа. Дальше нет, я в конце октября, будет уже 7 месяцев как раз, когда я работаю на проекте, и я планирую вернуться все-таки домой, хотя бы ненадолго, но я планирую сотрудничать с нашей организацией, продолжать помогать как онлайн-волонтер, потому что у нас есть не только позиции для врачей и для волонтеров, которые работают прямо в клиниках непосредственно, у нас еще много онлайн-позиций. То есть это консультация дистанционно? Нет, не врачебных, но организация – это очень большая сложная система. То есть у нас очень много, допустим, людей, которые помогают нам со сбором средств, потому что это очень непростая задача, которые делают контент, например, помогают делать контент про клиники, чтобы мы могли рассказывать людям вообще про… Организационно-хозяйственная деятельность. Да, менеджмент, скажем так. Вот. И там тоже очень много позиций для волонтеров, там на частичную, в общем, занятость, сколько это возможно. Я хотела бы, конечно, помогать организации в качестве такого онлайн-волонтера. И, если честно, после моего опыта здесь, да, я бы очень хотела продолжать какую-то волонтерскую деятельность. Я бы хотела пробовать себя в каких-то других проектах, может быть, в других странах. Очень задумываюсь про Африку, например. После Центральной Америки, возможно, я готова. Ну да. Ты подготовилась к климату, теперь можно в Африку. Да. Смотри, в Питере в октябре замерзнешь. Да. Я уже, если честно, акклиматизировалась здесь за 2 месяца. Иногда даже, в общем, когда у нас тут была неделя дождей, я практически замерзла тут несколько раз по вечерам. В общем, думаю теперь, что мне не продадут билет в Россию после такого. Заключительный вопрос. Твои рекомендации, советы таким же молодым врачам, которые смотрят, изучают, хотят себя попробовать в другой стране, волонтерам, как правильно выбрать? Потому что таких организаций много. И есть вроде серьезные, есть несерьезные. Как к ним подойти к этому? Что нужно знать, как подготовиться? Как из моего личного опыта, я могу сказать, что, конечно, наверное, будет логичнее выбирать организацию, с деятельностью которой ты какое-то время уже следишь. То есть она уже для меня, Health and Help, уже я была подписана на их соцсети где-то больше, чем 2 года на момент, как я поехала. Они уже были чем-то таким родным, про что я все знала. То есть и я даже не рассматривала, даже не подавала заявки ни в какие другие организации, то есть я сразу выбрала ее, потому что, в общем, я была уверена, проследив какое-то время за их деятельностью, что мне это близко. Очень помогает, если какие-то знакомства с людьми, которые уже были на каких-то проектах. То есть
на самом деле таких людей не так мало. Если пообщаться с коллегами, обычно оказывается, что есть люди, да, которые вот попробовали себя в такой работе. Какие-то личные рекомендации. Ну и дальше, если честно, выбрать просто то, что кажется близким, потому что многое зависит от места, например. То есть я бы выбирала также вот именно по нюансам страны, в которой придется работать, потому что все страны разные, условия очень разные, и условия организации для сотрудников тоже очень разные. Тут зависит от того, кому что подходит. Потому что более крупных организаций, например, у них более долгие контракты. То есть, допустим, врачи, то, что все знают, врачи без границ, там Красный Крест, у них обычно контракты начинаются от года, год-два. То есть, соответственно, оценивать, есть ли вообще возможность на такой период уехать в какую-то далекую от дома страну. Некоторые организации платят какую-то зарплату врачам, некоторые нет. Например, крупные, понятно, почти все платят. У нас сейчас пока что есть возможность платить только местным врачам, которые работают в каждой клинике, то есть никараганскому доктору, гватемальским сотрудникам. В планах начать платить зарплату всем врачам, волонтерам, хотя бы какую-то, но пока нет такой возможности. В общем, то есть если финансовая возможность, допустим, поехать врачом-волонтером на полгода без зарплаты там куда-то. Вот. А еще в некоторых организациях мало того, что нужно поехать без зарплаты, нужно еще и заплатить какую-то денежку, потому что много маленьких организаций, как наша, они рассматривают вот эту вот возможность приехать на проект как бы такую практику для врача, которую они предоставляют ему, и, соответственно, он должен сделать некоторый взнос за то, что он живет там, в общем, питается, лекарства используют. В общем, во многих организациях еще и нужно заплатить, чтобы приехать туда и поработать волонтером без зарплаты. А что это дает? Вот люди, которые заплатили, приехали, им что это дает? Это довольно уникальный профессиональный опыт, потому что, естественно, в такие места в основном едут врачи из развитых стран, то есть из Европы, из Америки, из России, где твоя деятельность довольно четко регламентирована. То есть, допустим, если я работаю неврологом в России, я не могу заниматься ничем другим. То есть даже если я что-то знаю и умею, я не могу работать с другой категорией пациентов. Иди обучись сначала. Да, моя позиция невролог в этой больнице, и на этом все. В таких больницах, естественно, доктор чаще всего один или их два, и мы лечим всех пациентов. То есть от новорожденных до пожилых пациентов, до каких-то манипуляций руками, мелких операций. Это то, чего нет возможности попробовать в своей работе у себя дома, и для меня это было очень интересно, очень важно. Это был очень такой хороший опыт. Плюс мне кажется, что, в принципе, опыт работы в других условиях – это полезно. То есть тут у нас немножко другие задачи. Одно дело работать в госпитале, где у тебя под рукой больница, где у тебя под рукой есть все, и четкие стандарты того, что ты должен делать. А другое дело решать какие-то задачи, проблемы здесь, где условия, ресурсы ограничены, где есть много парамедицинских факторов. Мне кажется, что просто для большей широты мышления, в том числе и профессиональной, это очень полезная задача. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.